Па-бам! Ребят, всем привет! Вы на канале Меркс Винил. И сегодня будет видео знакомства со мной. Вообще, кто я, что я, что вы тут делаете. Хочу сказать, что это мое первое в жизни видео на YouTube. На этом канале я хочу с вами делиться своими покупками винила. И, может быть, и не только винила. У этого видео будут субтитры на английском языке, потому что изначально мне хотелось записать видео вообще на английском, но я подумала, что мне слишком влом, наверное. Просто переведу субтитры на английский, и англоязычная аудитория тоже сможет посмотреть это видео. Подписывайтесь на этот канал Меркс Винил, и давайте погрузимся в мир винила. Хочу немножко сначала рассказать о себе. Меня зовут Маша, и мне 25 лет. Буквально недавно, это всего пару месяцев назад, в середине ноября 2024 года, я начала увлекаться винилом. За это время у меня накопилось достаточно приличное количество винила. Еще какая-то часть едет. Сейчас в моей коллекции на данный момент, сейчас январь 2024 года, порядка 15 пластинок. Еще, получается, 7 едут. Это уже тема будущих видео. Я также оставлю ссылки на свой Instagram, Discogs. Вы можете посмотреть там мою коллекцию. Подписывайтесь на мои соцсети, ссылочку оставлю в описании. Также, кому интересно, кто живет не в России, я покажу, где я купила, оставлю ссылочку, где я купила в офлайн-магазинах, а также где в онлайн-магазинах. Вот, вы сможете сходить, посмотреть, познакомиться. Если что, да, я живу в Испании, в Барселоне. Давайте начнем. Мысль о создании своей коллекции винила, о покупке проигрывателя, он стоит у меня за кадром. Может быть, я как-то покажу, кому интересно. У меня не полный сетап, у меня проигрыватель и колонки, и, собственно, звукорегулятор, по-моему, так называется, все в одном. Я не стала сильно заморачиваться. Мне кажется, на первое время это достойный проигрыватель. Вот, он и не самый дешевый, и не самый дорогой. Плюс в том, что все в одном. Я очень довольна, уже вот пользуюсь им 2,5 месяца. У него стоит игла от Аудиотехники, и воспроизведение звука очень хорошее. Но сегодня не о проигрывателе. Мысль о пластинках, мысль о своем проигрывателе у меня зародилась давно. У меня папа собирал пластинки, у него было порядка 50, наверное, пластинок, хотя я не знаю, может быть и больше, но он тоже увлекался этим, потом он собирал и диски, и кассеты, и тоже увлекался вот этими всякими сетапами, заказывал технику из Японии, Technics, у него целый проигрыватель был, там и кассеты можно было вставлять, и CD-диски, еще много всего. Но потом в какой-то момент он, видимо, психанул и решил продать все эти пластинки. Часть, точнее, отдать, часть продать. И в итоге на руках осталось буквально 10 пластинок. И проигрыватель он также продал. Немножко обидненько, но эти пластинки породили во мне мысль и желание заняться тоже коллекционированием пластинок. Вот как раз в середине ноября прошлого года мой муж, он стрижется, я решила его встретить со стрижки в Барселоне, и так получилось, что у него барбершоп находится напротив магазина с пластинками, и у меня глаз как-то пал на этот магазин с пластинками. Я думаю, это знак, надо зайти и посмотреть, что там есть. Я захожу и попадаю просто в какое-то заколдованное место, из которого я хожу потом через только 1,5 часа, потому что там гигантское количество пластинок. В общем, пропадаю там на 1,5 часа. Моими первыми приобретенными пластинками вообще в жизни были... Сейчас я покажу, что. Собственно, да, и первая пластинка — это «Отель Калифорния», Eagles.
Сейчас я сниму вот этот защитный конвертик, мне кажется, он отсвечивает. Я обожаю песню «Отель Калифорния», «Hotel California», особенно проигрыш, ну не знаю, прям вот любовь, эта песня. Покажу, что внутри. Кстати, именно конкретно вот эта пластинка «Отель Калифорния» это уже вторая такая же, потому что при покупке первой произошел небольшой казус. Прихожу домой, открываю эту пластинку, вскрываю ее, она новая, да, если что. Это переиздание 2019 года вроде бы, если не ошибаюсь. Да, я посмотрю еще, проверю, 2019 вроде бы год. Я прихожу домой, а там вот такое. Яблоко просто слетело, это производственный брак, слетело прямо на вот эти звуковые дорожки, и, собственно, пластинку нереально прослушать. Я понимаю, что, это не исправить, это брак, нужно вернуться в магазин и, отдать, обменять. Вот, и я знаю, что в России можно и без чека вернуть, потому что делают копию с чека, восстанавливают там и так далее. В Испании я была не уверена, что я смогу вернуть без чека. Но я решила рискнуть, пойти в магазин. Хожу, показываю так и так, что вот это брак, они такие, да-да-да, давайте чек, и мы сделаем вам обмен. Я такая, у меня нет чека. Они такие, а без чека, мы не сможем сделать вам обмен. И закочевряжились, и я думаю, пипец. Я потеряла свои, по-моему, она стоила 27 евро. Мне столько что-то стало обидно. Я с расстроенным лицом попросила еще раз. Может быть, вы без чека, у меня есть вот транзакция в телефоне о покупке именно в вашем магазине. Видимо, мой расстроенный вид подавил на жалость. А продавец такой, ладно, давай. И просовывает мне новую пластинку, иди, но только запомни, что в Барселоне нужно сохранять печатные чеки. В общем, это урок мне на всю жизнь. Теперь я возвращалась еще раз в этот магазин при покупке. Второй раз там я сохранила чек и посмотрела, чтобы он точно не потерялся. Ладно, это такая предыстория. Давайте посмотрим, что тут. Значит, вот такое. Все красивое. Тут тоже. Открываем. Кстати, только вот черный гейтфолд, он, конечно, быстро начинает коцаться. Коцаться. Давайте достанем конверт с самой пластинкой. А тут не только пластины, конверт с пластиночкой. Сори, я запикаю это. В помаде все измазала, твою мать. В общем, да, тут вот такой вот конвертик красивый с пластинкой самой. Сейчас покажу, что это. А это цветной, вот такой цветной постер с Eagles. Красивые шляпы у ребят. Обожаю шляпы, кстати. Да, очень красивые. Давайте посмотрим саму пластинку. Нам супер что-то интересного нету. Но мне просто сам конвертик очень нравится. Красивый такой. Шрифтик красивый. Тактильный, приятный. Токсикоманы, если кто токсикоман, оставьте комментарий. Обожаю запах вот этих всяких новых книжек, новых бумажных продукций. Просто кайф, и это нереально вкусно пахнет. Достанем пластинку. Она обычная, черная. Ничего супер интересного, наверное, нету. Вторая пластинка, которую я купила в том магазине. Falls. Альбом What Went Down. Тоже все такое приятное, тактильное, красивое. Это, кстати, альбом, точнее, это пластинка как раз 2015 года, в год выхода альбома этого. Вот этот стикер, кстати говоря, это странно, он был приклеен на вот этой пленочке, которая оборачивает, вот защитная заводская пленка. Этот стикер был приклеен прямо к этой пленке, пришлось аккуратненько отклеить и приклеить уже на сам гейтфолд. Да, это, кстати, не просто конверт, а гейтфолд. Внутри вот так все.
это выглядит. Красивенько. Какая-то фоточка. Давайте достанем пластиночку. Тут обычный, кстати, конверт. Хочу купить такие конверты, чтобы... Вот я последние пластинки, которые купила, очень сильно они электризуются. И еле-еле вытаскиваешь их из этих конвертов. А тут вот такой вот бумажный, удобный, не электризующийся и не липнущий к самой пластинке. Давайте достанем ее. Она тоже обычная, черная. Фу, мой волос что-то приклеился. Ребяточки, сейчас мои волосы. Надеюсь, я ее не поцарапала. Держу, да, за свободные края, если что, пластина маны. Обычная черная пластинка, ничего супер необычного нету. Звучание просто отменное. Это была первая пластинка, которую я вообще в своей жизни не только включила, мне только приехал проигрыватель, и я настроила там вес, иглу, вот это все дела. В итоге, наконец-то, включила пластинку. Прям такое волшебство какое-то. Для меня, когда она зазвучала, так приятно. Вот. В общем, такие дела. Этот альбом очень символичен. У нас с мужем тут несколько песен таких значимых для нас обоих. Особенно Give It All, Night Swimmers и Mountain at My Gates. Вот эту пластинку мы чаще всего, наверное, слушаем. Так что это такое близкое очень к сердцу. Так, давайте перейдем к следующей. И это пластинка... Та-дам! Это пластинка вообще second hand. Секунда ману. Хотя она почти новая. И там было написано на упаковке, что один раз ее, в общем, прослушали. Это пластинка, альбом, точнее, Violator, my English. Это переиздание, конечно, 2016 года. Уже пластинка я купила в другом магазине, не в том, в котором Falls и Eagles, в соседнем. Я не стремаюсь секонд-хенда, мне не супер важно там какой-то это первопресс, не первопресс, просто главное, чтобы было что-то интересненькое в этом магазине. Мне нравится сам вот этот элемент охоты за пластинками и вообще, в принципе, за секонд-хенд вещами, когда ты приходишь в магазин и не знаешь, что ты там сегодня найдешь. Давайте посмотрим, что внутри. Оформление. Тут достаточно все минималистично. Такая вот фоточка с голой жопкой. Ребята сами. Depeche Mode. Давайте достанем пластинку. Тоже вот черный Gatefold, и он достаточно быстро коцается. Но этот уже Gatefold был, собственно, вот в защитной пленочке от магазинчика. Не нужно ничего покупать. Еще плюс секонд-хенд. Сам, собственно, конвертик с пластинкой. Да, тут, кстати, текста песен всех, которые на этой пластинке записаны. Что ж, достанем. Тоже обычная черная минималистичная пластинка. Тут есть небольшие царапки, но на звук они, собственно, никак не влияют. Ну, точнее, может быть, для кого-то это и критично, но для меня не так критично. Знаете, некоторые я увидела собиратели винила, они прям даже вот эти вот пленки защитные от производителя не снимают с конвертов. Не знаю, для меня это немножко чуждо. Как-то так вот прям сдувать пылинки. Нет. Все-таки я за то, чтобы это приносило пластинка радость и все такое. И я не прочь, не топлю только за, например, черные пластинки. Я за дизайн и за классное оформление, и в том числе звучание. Но если какие-то дефекты не супер заметные, для меня это не критично. Это третья пластинка. Depeche Mode Violator.
Violator. Очень я люблю с этого альбома песню Enjoy the Silence. Прям Break the Silence. На-на-на-на. И последняя на сегодня пластинка в этом видео, это пластинка, тоже second hand, из того же магазина. Собственно, пластинка Bad Company, Compilation, сборник песен. Пластинка вот прям трушный second hand, потому что она выпущена, сейчас тоже опять берем из Gatefold. Вот, Full Gatefold. Короче, конвертик, envelope. Потому что она 1985 года выпуска. Вот, она старше меня. Тут вот такой пожелтевший картончик по бокам. Меня тоже это не смущает. Обожаю эту группу. И тут как раз сборник всех популярных их песен. Я люблю песню Feel Like Making Love. Собственно, сама песня Bad Company. Еще классная Moving On. И обожаю еще песню Can't Get Enough. Так что для меня это вообще кайф, когда все мои любимые песни на одной пластинке, и они разбросаны по разным альбомам. Сейчас я достану, покажу, что там внутри. Тут только конвертик, и внутри, собственно, защитный старый конвертик, бложный, точнее, конвертик бумажный для самой пластинки. Видите, такой пожелтевший, старенький. Вот, пластинка не супер какая-то там оригинальная, обычная черная. Достанем Atlantic Records. Черная обычная пластинка. Вот, но зато 85-го года и со всеми классными песнями. В идеальном состоянии. Никаких царапок, никаких дефектов, в отличие от Violator. Вот, там есть небольшая царапка, но меня, говорю, это не смущает, повторюсь. А тут вообще идеальное звучание, прям вообще кайф тоже. Одна из моих любимых пластинок, которые наравне с Falls я достаточно часто включаю с утра, поднимает хорошо настроение. Сегодня это все. В следующем видео я запишу остаток. У меня еще вообще на самом деле за декабрь и за половину ноября я купила порядка, по-моему, 10 пластинок. Да, 10 пластинок. И 11-я она приехала мне в качестве подарка Тайного Санты. От Тайного Санты, но она в России находится. Обзор на остальные пластинки, купленные за декабрь и за половину ноября. Ну, уже за декабрь, получается. За половину декабря этого года будет в следующем видео. Ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. И всем пока-пока.